И снова здравствуйте, продолжаю свою трансляцию, друзья мои. Действительно, спасибо Андрею Стрельцову, который сообщил, что трансляция зависла. Видите, как важно проверять. Ну что ж, ничего. Значит, в первой части я рассказал о поездке в Москву по делам. И, в общем-то, вы много не потеряли, потому что я перехожу к своей второй части, которая касается кино. Итак, я продолжаю обучение на практическом курсе режиссера Мальвины Третьяковой. Сейчас она находится в Москве и решает вопросы предстоящих съемок. И мы с ней ездили в одном поезде, мы с ней поехали 11 числа. И у нее был 5-й вагон, у меня 7-й. И мы с ней в Воронеже встретились. Ну, она меня пригласила, говорит: Александр, приходите. Она вот рассказала как раз, что она ездит только на боковых местах, потому что боковое место, она говорит, наверху обычно люди меняются, и, в общем-то, обычно человек проводит у себя на полке все время, а она, так как она в поезде работает с ноутбуком, она говорит, кстати, и на боковых есть розетки, она говорит, 2 места боковые снабжены розетками, и она берет именно вот такое место, если попадается с розеткой, включает ноутбук и занимается своей работой, версткой, не версткой, а монтажом фильма. Сейчас она занята монтажом нашего первого фильма «Рассвет уже близок», где мне тоже посчастливилось сыграть. Ну, а теперь она поехала в Москву решать вопросы предстоящих съемок в Подмосковье. Снимать мы будем в Сергиевом Посаде. Это недалеко от Москвы. Билеты уже взяты. И съемки там продлятся с 7 июля по 19 июля. Все это время мы будем находиться в Москве. Поедем мы туда, в Москву, соответственно, выезжать будем, ну, или 8 числа, или 7, я сейчас не знаю, на какое число взяли билеты. Ну, и обратно, ну, уже тоже 19 или 20. Так что достаточно много времени я проведу в Подмосковье на съемках. Другое дело, что если я числа 21 приеду в Анапу, то мне уже 24 снова ехать в Москву. И Наташа мне говорит: слушай, зачем ты поедешь туда-сюда, будешь мотаться? Ты лучше в Москве там перекантуйся. Я так вот не знаю. Дело в том, что потом мне все равно придется ехать в Анапу. Ну, по крайней мере, да, какие-то расходы будут сокращены. И я не знаю, может быть, действительно я где-нибудь в Москве, там, может быть, в Лавре, мы же там на съемках будем, может быть, я там как-то попрошусь и еще поживу какое-то время. Ну, в монастырях так просто не живут, там нужно работать, и вот я не знаю, конечно. В общем, ладно, проблемы будут решаться по мере их поступления, и там уже посмотрим. Сейчас я об этом просто думать не хочу. Итак, грядут съемки. Сейчас поставлена задача, совершенствовать свой текст и заняться костюмами. Я тоже свой костюм буду дооборудовать. Я купил ткань. Я вам рассказывал уже, рогожку буду шить, плащ с капюшоном. Вообще, Мальвина Сергеевна сказала, что возможно, нам... Дело в том, что фильм такой вот костюмированный, и причем костюмы, они старинные, поэтому она говорит, с костюмами... Костюмы очень много, конечно, значат для такого фильма, и поэтому она говорит, мы постараемся вам помочь, актерам.
что-то, может быть, сошьют здесь в Анапе в мастерских ателье. Может быть, на Мосфильме что-нибудь нам перепадет. Вообще, вот если вы зайдете на страничку Мальвины Третьяковой, то увидите, что там написано место жительства ее Москва, а место работы Мосфильм. Вот, поэтому, может быть, что-то мы увидим. Кстати, когда в Москву ехали, мы проезжали мимо Мосфильма, и там буквально в прошлом году было закончено строительство нового павильона. Но это огромный такой, без окон и без дверей, такое здание. Огромное, высокое. Вот это павильоны. Там строятся целые, как сказала экскурсовод, целые, там могут там внутри построить декорации, целую улицу. В общем, со всеми вытекающими. Вот интересно бы, конечно, побывать на Мосфильме, посмотреть, как там все устроено, хотя бы краем глаза. Вот. Кстати, я подписался на канал, он так и называется, концерн Мосфильм, и там в рекламном ролике как раз про Мосфильм есть очень много информации, я его тоже посмотрел, я говорю же, что я в последнее время смотрю очень много фильмов советских, и вот там, да, там у них целый парк техники и советской, и танки, и немецкие танки, и самолеты, и чего только нету, и все это у них поддерживается прямо в рабочем состоянии, все у них ездит, все стреляет, все оружие смазывается, все костюмы тоже всегда наготове. В общем, интересно, надо посмотреть. Я так краем глаза посмотрел, а вообще надо посмотреть про Мосфильм вот такой интересный ролик. Так что будут съемки. Я и сейчас информирую своих зрителей о том, как у нас идут репетиции. Если кто еще не подписан ВКонтакте на группу «Кино, съемки, куда приводят хороводы», это название нашего проекта, вот, я там пишу все, и последняя информация, что Мальвина Сергеевна уехала в Москву вести вот эти переговоры по локациям с оператором. Оператор у нас будет хороший, и я в прошлый раз показывал вот этот шоу-рил с его съемок. Ну, профессиональный оператор, что там сказать. Поэтому главное, сыграть надо хорошо. Вот, ну все, о съемках. Если какие-то вопросы еще задавайте. В субботу, прямо как у Сирано де Бержерака, газета «Сирано». Итак, друзья, в субботу был выпускной наш, наконец-то долгожданный выпускной нашей киношколы «Первый метр», которая сейчас называется, а когда мы в нее поступали, она называлась «Я и кино». Сейчас она называется «Первый метр», и закончили мы ее как «Первый метр». И сертификат я получил, во-первых, вот такой вот, смотрите, ручка и блокнот. А вот этот конверт мне выдавали, когда мы, вот Александр Полуполтинных, сертификат за прохождение цикла мастер-классов актер театра и кино, руководитель Карезина Анастасия. Я, конечно, да и все наши студенты отнеслись к этому, с долей такой, с долей юмора здорового, потому что мы захотели себе сделать праздник в виде такой вот вечеринки, типа вот когда получают Оскары, и у нас тоже были Оскары в виде кукурузы, и была фотозона, и была буфетная стойка, и было шампанское, и были бутерброды.
и были выступления, и я тоже, вот, кстати, бабочку я специально же одел для этого случая. У меня костюма нету, поэтому я был просто в рубашке, бабочка. И я подготовил речь свою, буквально на ходу. Потому что, ну, когда я понял, что, ну, будет такая процедура, когда, ну, получают какую-то номинацию, да, тебя поздравляют, ты выходишь и должен сказать несколько слов. Я думаю, ну, я тоже скажу, я скажу. И я быстро с помощью телефона и своего бота, у меня есть бот специальный, чат GPT, который я под себя сделал, и я боту быстро говорю: слушай, напиши быстро мне речь. И он мне быстро написал речь, ну, по соответствующему поводу, и я эту речь выучил. Это было непросто, потому что до начала оставалось несколько минут, и я просто себя представил, думаю, ну а как вот, допустим, я, кстати, в такие ситуации уже попадал, когда меня утверждали на роль, и я должен был приехать на съемочную площадку и сразу же с корабля на бал под камеру и сразу говорить свой текст. Ну, это очень сложно, друзья мои. Сложно, потому что всегда что-то путаешь, забываешь, но нужно как-то так сосредоточиться, чтобы, в общем, превратить написанный текст в свой. То есть присвоить его себе и говорить не от того человека, автора или чата GPT, который его тебе написал, а ты должен его воспроизвести. Нет, ты должен его сказать как свой текст, как будто бы вот он из этой головы и идет в эфир. И я поставил себе такую задачу. Мне еще Антонина говорит: Саша, мне тоже нужны слова. Я ей тоже быстро написал, конечно, меньше, ну, тоже с помощью чата GPT скинул, говорю, учи. Она говорит, нет, я не выучу. А я себе поставил задачу, а я выучу и скажу и не запнусь. И я сейчас вот вам продемонстрирую, друзья, именно вот этот момент. Я, конечно, сам с удовольствием сейчас еще послушаю. Сейчас переходим в живые новости. Понял. Я же перезагружал компьютер. Сейчас, секунду. Не все так просто, друзья мои. У меня было подготовлено, потом мне пришлось немножко... Сейчас я найду место, где я выступаю. Так, по-моему, я нашел. Сейчас я перехожу вот в такой режим. Итак.
Ну, вот такая речь. А, вот такая речь. Ну сейчас слышно меня? А слышно было, как я получал своего кукурузного Оскара? Напишите, пожалуйста. Я пью за ваше здоровье, мои подписчики и зрители. Я не понял. Вы речь мою не слышали, да? Точно, меня тут нет. Почему нету? Странно. Угу. Так. Вот. Друзья мои, с нынешним твоим типажом ты теперь можешь играть профессора начала 20 века, доктора земной больницы, земской больницы, ковбоя времен освоения Америки. Даже, наверное, блаженного можешь сыграть. Нет, не слышали. Тогда повторяем, друзья мои. Итак, моя речь была такой. Повторяем.
Ну вот, друзья, такой вот был триумф. То есть мы постарались сделать для себя такой праздник, сыграть такой маленький спектакль получения вот этих вот шуточных Оскаров. Как я сказал, уже была фотозона, потом, значит, группа показала мини-спектакль, они ходили, репетировали, и мне очень понравилось смотреть на своих сокурсников. А те, кто не репетировал и не ходил на репетиции, было задание сделать импровизацию. И у нас было 2 импровизации. Первая была, называлась «На пляже», вторая была «На хуторе». И я попал в импровизацию на хуторе. В общем, мы тоже там, как в КВНе, быстро-быстро обсудили, быстро-быстро нашли для себя реквизит. Все это на сцене установили и сыграли вот эти сценки. Вот. Потом, после нашего фуршета и памятного фотографирования, все направились дальше отмечать наш выпускной в одно из кафе нашего замечательного города Анапа, петь караоке. Ну, а я и Антонина, и там еще несколько человек, разошлись по домам. Так что все прошло замечательно. Анастасия Корезина, наш мастер нашего курса, даже прослезилась, плакала, расставаясь с нами, потому что все-таки это мы ее первое детище, первый выпуск, и, в общем-то, выпуск неплохой, потому что многие сейчас из ее выпуска, как я, допустим, снимаемся. Я сейчас у меня уже второй крупный такой проект, поездка в Москву. Что еще нужно желать? Это просто замечательно. Вот, поэтому все замечательно получилось. Так, немое кино, дебют Александра. Опять не слышно было, да? Блин. Да, вот у меня после, видимо, значит... Какой-то сбой, видимо, был. Раньше-то у меня все работало, а сейчас, вот видите, все перестало работать, и поэтому, ничего не сделаешь. Немое кино посмотрели, ладно, ничего страшного. Может быть, в следующий раз я повторю, будет, зато сейчас просто не буду я... Не буду повторять. Ладно, не буду повторять. Что еще? Значит, выпускной прошел, к съемкам готовимся. Сейчас начались кастинги. Вот здесь-то меня слышно, когда я в экранчике в маленьком? Друзья мои, вот когда я сижу вот так вот, когда вот так сижу в экранчике, сейчас слышно меня? Напишите, пожалуйста. Слышно ли меня? Слышно ли меня? Сейчас меня должно слышно быть.
Друзья мои, напишите, слышно? Слышно. А теперь должно быть слышно и мою речь. Поэтому повторяем. Следующая премия вручается гению искусственного интеллекта и своего собственного Александру Полупалтинову. И это вам заслуженная премия нашего кинофестиваля. Что-то не так. Было такое. Ну да ладно. Дорогие друзья, и хочу начать свою речь с самого важного слова. Спасибо. Спасибо нашим преподавателям за то, что вы не просто учили нас искусству кино, актерскому мастерству, но и научили нас видеть необычное в обычном, превращать простое в великолепное. Спасибо моим сокурсникам, которые стали не только моими коллегами, но и настоящими друзьями. Мы вместе творили, мы вместе мечтали, иногда сомневались, но всегда приходили к замечательному результату. Хочу сказать спасибо нашим семьям за терпение. Хочу сказать спасибо нашим зрителям за поддержку и аплодисменты. Получая этот замечательный приз, я хочу дать слово, что я дальше буду творить, дальше буду мечтать, дальше буду идти вперед. Потому что кино — это не только результат, это еще и постоянный процесс самосовершенствования, самореализации. Спасибо киношколе «Первый метр». Вперед к новым победам, свершениям. Спасибо. Я обратил внимание, что Ну, сейчас-то было слышно. Еще там музыка, да? Ай, блин, ладно, все, но больше-то точно не будем повторять. Все равно речь, я думаю, была слышна, а музыка, может быть, так и нужно было, да? Так что все было нормально. И сейчас, в общем-то, знаете, продолжаются. Опять в Анапе начались, не в Анапе, вернее, а в соседнем Новороссийске начались съемки. И, в принципе, я бы, наверное, подошел на какие-то роли, потому что снимается фильм про индийца, который попал сюда, к нам, на юг Краснодарского края. Ну, вернее, просто в Краснодарский край, в Новороссийск, и влюбился в одну замечательную девушку. Проект называется «Мой любимый Раджа». И то, что происходит в Индии, на его родине, тоже снимается здесь. И требуется очень много актеров, которые похожи на индийцев. Со смуглой кожей, с бородами, в разных ролях. Ну, конечно, в большинстве это массовка, групповка. Но мне как-то, знаете, вот уже, как сказала Мальвина Сергеевна, я по окончании прошлого проекта про Катю Соловьянову сказал, что, ну, давайте, столько много снимается у нас проектов в Краснодарском крае, давайте почаще участвовать, встречаться на съемочных площадках. Но Мальвина Сергеевна сказала, я
против массовок, то есть вы сейчас снялись в хорошем крупном проекте, в главных ролях, и сейчас возвращаться в массовку, ну, как-то уже вам не по статусу. Вот, ну, с ней можно спорить, наверное. Потому что для меня участие вообще в кино, в каких-то проектах, это всегда праздник. И лишать себя праздника, ну, не хочется. Иногда хочется просто вот этой вот суматохи на съемочной площадке, вот этих вот возгласов «камера, мотор, начали», каких-то переодеваний, особенно если этот фильм какой-нибудь военно-исторический или там приключенческий, когда ты на себя примеряешь какой-то новый костюм, новый образ, неважно, где ты, в главной роли, во второстепенной, в групповке или в массовке, это всегда интересно, это всегда общение, всегда движуха, за которую я всегда двумя руками, за любую движуху, за любой кипиш, как говорится. Поэтому идут съемки, и я вам даже сейчас покажу, как это происходит. Вот, ну, в смысле, как актер находит... вот, сейчас продемонстрирую. Вот, допустим, смотрите. Вот. Допустим, смотрите. Всем доброго дня на 20.05.24 на проект «Мой любимый Раджа», город Новороссийск, нужно цыгане или похожие на них 25-30 человек. Представляете? Дорогие друзья, добрый день. Начинаю заранее набор актеров на 20.05 на проект «Кушнир-8». Это вот новый проект, еще один проект. «Кушнир-8». Так как завтра буду на пресс-конференции. Нужны актеры, персонажи. Андрей Васюков, 30 лет, на роль трупа. Новое лицо, 2500 рублей. Доставщик пиццы, молодой парень, лет 20-25, ранее не снимавшийся, будет текст. Оплата 2000. 2 бандита, один с текстом, ранее не снимавшиеся. 2 качка охранники Семенова. Дублер актера, умеющий водить автомобиль, референс фото скину. Посетители кафе. Друзья, в основном должны быть те, кто не снимался. Буду вести набор сегодня в течение дня и частично завтра. Жду заявки. Благодарю. Ну вот референс актера, то есть вот такой должен быть актер, такое лицо, такой типаж. Вот видите, нужен дублер вот этого актера. Вот. Здесь вот даются слова, то есть какие, допустим, видите, всего доброго. Всем доброго дня. На 21.05 на проект «Мой любимый Раджа», город Новороссийск, нужен парень 18-25 лет. Одобрение по самопробе. Всем доброго дня. Так, по самопробе. Вот. Доброго дня. На 21 мая на проект «Мой любимый Раджа», город Новороссийск, нужен мужчина 30-45 лет, темный цвет глаз, внешность индуса. Одобрение по самопробе. Так. Доброго дня. На 21.05 на проект «Мой любимый Раджа», город Новороссийск, нужны 20-25 человек, 20-40 лет, мужчины, женщины, внешность индусская, цыганская или просто смуглая кожа. Так, на 20 мая требуется 3 качка, похожих на качков, в черных костюмах. Дублер Анны Банщиковой на 11:30. Жду заявки, благодарю. Доброго дня. На 20.05 на проект «Мой любимый Раджа», город Новороссийск, нужны парни, мужчины в черных классических костюмах, белых рубашках. Дорогие друзья, добрый вечер. На 20 мая требуется охранник с бандитской физиономией, крепкого телосложения, желательно имеющий темный костюм, или подберут костюмеры, прибыть на площадку в 21:00, оплата 1500. Требуется молодой и несуразный доставщик пиццы 18-20 лет с текстом. Прибытие в 21:00, оплата 2000. Жду заявки. Ну и вот так далее, друзья мои. Вот тут...
Снимайся везде, никого не слушай, пишет Андрей Стрельцов. Ты уйдешь, кино долго будет еще. Да, понимаю, что да. Ну, я еще такой ленивый парень-то. Я уверен, что если я сейчас вот пошлю на индуса, мне вот сейчас челму намотай, я индус. Я, кстати, могу и на голове стоять, и в позе лотоса, кстати, сидеть могу. Вот, и могу делать лотос в стойке на голове. Я вам уже тут однажды показывал. Так что навыки какие-то, да, вот у человека бывают, их тоже надо всегда использовать. Тут пишут, смотрите, зачем объявление давать, взяли бы цыганский табор, попросили бы сняться. Во-первых, цыганский табор будет требовать больших денег. Во-вторых, актеры – это люди дисциплинированные. Вы представляете, вот вы приезжаете на съемочную площадку, да, в 6 утра, и вы до 6 вечера никуда не должны отлучаться. Вы должны ждать своего вызова на площадку в любой момент. Не каждому это нравится. Потому что вообще-то актер массовки, актер групповки – это, так скажем, такая низшая каста актеров в кино, и поэтому к ним отношение такое, знаете, иногда к ним отношение такое вот, и покормить забудут, и еще что-нибудь, если дождь пойдет, зонтик вам никто не поставит, то есть это ваши проблемы. Вы пришли в кино, вы любите кино, и вы должны терпеть все лишения и невзгоды актерской жизни. Вот. Это когда вы уже актер второго плана или просто актер главной роли, да, вам там и зонтик поставят, и стульчик, и у вас будет трейлер отдельный, и у вас будет ассистент, который будет с вами постоянно говорить и выполнять ваши хотелки, допустим, там, что вы там, вам на площадку там кофе принести или там что-то перекусить принести, еще что-то, какую-то хотелку выполнить, и на машине вас до гостиницы довезут, из гостиницы до съемочной площадки довезут, потому что специальный работник, водитель работает, который актеров возит. Да еще на машине хорошие. Иногда актеры требуют себе определенную марку автомобиля. Есть такие актеры, да, которые не поедут там на «Жигули» и посчитают за оскорбление, если их повезут на «Жигули». Поэтому актерская жизнь и вообще вот эта вот оборотная сторона киноиндустрии, она очень специфична. Поэтому табор, конечно, хорошо, но готов ли табор терпеть вот эти вот лишения? Такие ли они дисциплинированные? Устроит ли им их вот эта вот оплата в 1000 рублей? Или они где-то своим табором могут поплясать и заработать сразу там 1000 там по 5 на человека? Вот, поэтому все это очень, знаете, не так просто. Вот. Потому что актер, он, особенно массовых сцен, он приходит на съемочную площадку не за деньгами, а получить вот этот кайф, вот это удовольствие от вот этого процесса. Вот то, что деньги тут понятно, тут никаких денег не заработаешь, и это смешно. Если, конечно, я понимаю, если там, допустим, какой-то большой проект, и там, допустим, у тебя 10 съемочных дней, и, там ты 10 тысяч получишь за 10 дней, как бы уже кое-что. Но такое редко бывает, и поэтому в основном это 2-3 смены за проект. Вот, поэтому люди приходят на проект только ради удовольствия. Но, кстати, вот в Новороссийске-то я сказал, что сейчас снимается кино. Видите, 2 проекта. «Мой любимый Раджа» и «Кушнир 8». Это цифра 8 говорит о том, что это какой-то сериал, и это 8-й сезон. Вот. Но также была в этой группе и информация о том, что в связи с атаками Новороссийска дронами, возможно, какие-то проекты, которые, может быть, планировались, они могут здесь не состояться. Ранее это касалось Крыма. Почему? Вот раньше, в принципе, съемок много было в Крыму. Но из-за того, что Крым
довольно часто стал подвергаться атакам ракетами и дронами, появилась опасность, что это может повредить как-то актерам, ну, рисковать никто не хочет. И любой, допустим, какой-то крупный актер, да даже актер сейчас, в принципе, такой крупный актер, он в Крым не поедет, потому что сразу же на него будут наложены санкции. Поэтому сейчас, почему в Краснодарском крае стало сниматься очень много проектов, это вот в связи с тем, что Крым для киносъемок сейчас как бы закрыт. Вот. А сейчас, видите, появилась еще и угроза попасть под дроновые атаки, потому что ведь неизвестно, что прилетит. Простой дрон или какая-то ракета. А ракету, понятно, могут сбить на подлете где-то. И ракета может упасть в самом непредвиденном месте. Она может упасть хоть куда, хоть на жилые кварталы, хоть на детский оздоровительный лагерь, ей все равно. Понимаете? Поэтому вот я сейчас тоже провел опрос на своем канале, что вот детей-то вы в Краснодарский край сейчас отправляете, а вы не считаете, что вы их подвергаете риску? И 50%, в общем-то, ответили, что все-таки они риск чувствуют. Вот, поэтому люди, в общем-то, здраво относятся к этой проблеме. Вот, так что, друзья мои, съемки могут в Новороссийске тоже как-то вот какие-то проекты, которые ранее планировались, они могут не состояться из-за вот той как раз угрозы, которую я вам сейчас здесь и рассказал. Что еще? И перехожу к заключительной части своего эфира. Это литературная часть. Про Андрея еще могу рассказать. Если вы вот сейчас попросите про Андрея Хрущева, друга моего, а про него очень интересные есть известия. Так вот, литературная часть. Я сейчас начал заключительный этап подготовки к печати моей книги «Проза». Это сборник рассказов. Я сейчас уже прочитал 2 рассказа, уже, читаю уже не как писатель, а как читатель. И там, где у меня вдруг возникает какой-то вопрос или там придирка к какому-то слову, которое я раньше как бы пропускал и оправдывал, думаю, ну ладно, пусть оно здесь будет. Теперь нет. Теперь, если у меня вот уже на этой стадии подготовки вдруг что-то вызывает сомнение, я безжалостно меняю. Я или убираю данное слово, или заменяю его, в общем-то, и считаю, что это совершенно правильно. Таким образом, я сейчас прочитал 2 своих рассказа, и в день я буду вот так, по рассказу, если большой рассказ, буду, по половине рассказа читать и редактировать. И я думаю, может быть, к осени, может быть, к концу года я эту книгу выпущу. Я хочу ее, конечно, выпустить как можно раньше, потому что жизнь наша такова, что иногда вдруг не успеешь, поэтому надо торопиться. По какой-то причине не успеешь. Может быть, платформу эту закроют, может быть, еще там что-то произойдет, может быть, интернет отключат, вот, поэтому я же по интернету ее издаю. Вот, поэтому надо выпустить ее как можно быстрее. Еще раз говорю, что вы можете тоже стать обладателем этой книги, если мне поможете спонсорской помощью. Спонсорская помощь у меня определена в 3000 рублей. Вот. Меньше не надо. Вот. Потому что на меньшую сумму нет смысла там что-то затевать. Вообще стоимость книги и печати достаточно большая. Вот. Поэтому, я понимаю, что моя книга никому, в общем-то, особо не нужна, но один человек уже нашелся, это вот Тимур из моего курса, актерского курса.
Он говорит, я, Александр, с удовольствием вашу книгу куплю, скажите, сколько вам переводить. Я говорю, ну, я сейчас конкретно сумму назвать не могу, вот, потом озвучу. Но, говорю, я буду иметь в виду, что буду на тебя рассчитывать. Про Андрея обязательно, ты же обещал про него сенсацию рассказать. Ладно. Рассказываю про Андрея. Андрей ошарашил меня сообщением, что он возвращается в Анапу. Та-та-та-там, папам. Я не буду сейчас, конечно, здесь демонстрировать нашу с ним переписку, хотя в ней никаких нет секретов, но чтобы цитаты были точны, я буду вот придерживаться первоисточника. Значит, 10 мая, ну, то есть не так давно, Андрей написал мне: в июне приеду в Анапу, доделаю медкнижку и приеду в Анапу. Так как вот этот концерн, или как его назвать, холдинг Мираклион, ну, то есть это ряд анапских санаториев и домов отдыха и отелей, которые входят вот в этот под эту вот марку торговую Мираклион. Он пишет, Мираклион платит на треть больше, чем здесь, в Сочи. Пишет, что в городе Мира, а город Мира это пятизвездочный отель, в котором Андрей работал в прошлом году. Так вот, он говорит, в городе Мира смена стоит 3600 рублей, а здесь, в Сочи, 2400. Вот. И если уж, говорит, приезжать в Сочи, то надо приезжать зимой в Красную Поляну, когда в разгаре горнолыжный сезон. Я Андрею так и говорил, когда он еще в прошлом году собирался. Помните, я его провожал в декабре, по-моему, 30 декабря, еще под песенку, а впереди волшебный город Сочи. Он снова там посудой загрохочет и потекут мучительные дни. Так вот, действительно, я как в воду глядел, дни у него были мучительные. Так вот, я ему тогда еще говорил, Андрей, говорю, тебе не к Толику надо ехать, в Васюринскую, а вот прямо в Сочи ехать, потому что сейчас там самый-самый сенокос, самый сезон, самый горнолыжный сезон, и поэтому там и зарплаты сейчас высокие. Но Андрей, конечно, меня не послушал. И вот он пишет, что написал заявление на увольнение. Работы становится у него все больше. Климат в Сочи скверный. И ему сказали отработать 2 недели, которые он надеется выдержать. Еще раз говорит, что в Витязево, где он в прошлом году работал, платят больше. Покушать на работе не всегда удается, хотя он в Сочи ехал за бесплатной пайкой и за бесплатным жильем. А вот видите, выясняется, что там тоже не удается покушать. Да и кормить стали хуже, пишет Андрей. Постараюсь брать меньше смен. Чувствую себя плохо. В общем, мучительные дни, как в песне. Также он намеревается снять квартиру в Анапе. Ну, я ему тут говорю, Андрей, я посмотрел на Авито, что предлагают. Можно снять в Анапе квартиру, но это минимум, который ты можешь снять. Это 20 тысяч плюс еще где-то 5 тысяч будет коммуналки. То есть газ, вода, свет.
и вот это вот вывоз мусора и прочая ерунда. Вот, поэтому 25 тысяч. Ну, можно, конечно, не в центре города, но где-то на Ленина, в Гаргипии такие квартиры предлагают. Квартиры, но зато это квартира, это не койко-место там, и это все. Говорю, ну, Андрей, говорю, тебе все-таки лучше. Зачем тебе квартира? Ну, найди какую-нибудь бабульку, дедульку и сними какой-нибудь сарайчик. На лето-то можно и в сарайчике пожить прекрасно. За 500, там, 600 рублей. Вполне. Это все, что с тебя возьмут, то есть будешь там жить, поживать, да добра наживать. Все, про Андрея закончил. Просто Ольга спрашивает, вы хотите, чтобы Маша после 9-го поступила в Москву? Нет, она просто поедет у меня в лагерь, в летний лагерь, отдыхать, поэтому, ну вот, без выезда в Москву никак не получилось, чтобы ее туда оформить. Так, ну все, вопросы еще есть, друзья мои? Сейчас я еще вам продемонстрирую песню. Песню «Привередлив какой стал Андрей, каша ему не та, пусть возвращается в Анапу». Да, в Анапе ему все-таки лучше. Сейчас мы послушаем песню, которую я написал для нашего выпуска. Для этого я открою сейчас... ну, заодно покажу вот московские фотографии. Ну, я немного там делал. Вот Москва. Это вот мы с Машей сидим, она смотрит на Москва-Сити. Это МГУ и такая инсталляция «Христос воскресе» с праздником Светлой Пасхи. Огромные такие буквы. Ну, единственное, что вот эти, смотрите, опять заборчик какой-то. Много проводов, которые портят вид Москвы. То есть Москва, конечно, ну, хороша, но это не очень хорошо смотрится она. Понимаете? То, что в Европе сейчас все вот эти провода убирают под землю, вот, все эти столбы, не то, что там осветительные, да, столбы-то они должны быть, а вот провода, да, нужно убирать под землю. А это как раз вид с Воробьевских гор на вот эти высотки. Вот Москва-Сити, там видны, значит, вот эти вот сталинские высотки, вот эти со шпилями. 1, 2, 3, их 7. Храм Христа Спасителя вот здесь вот виден, над стадионом Лужники. Вот. Это с парка Зарядье вид на Кремль, я вам говорил. Ну, про парк Зарядье я сказал, что он очень такой неказистый по сравнению с Краснодарским парком Галицкого. Это тоже вид от парка Зарядье. Это ГУМ. Это опять парк Зарядье, вид на Кремль. Это Кремлевская стена. И вот обратите внимание, вот эти не бойницы, а вот эти вот промежутки между зубцами заделаны профлистом. Причем профлистом таким из обрезков. Ну, не знаю, зачем они это сделали. Это я, Москва-Сити. Это уже было. Теперь, значит, это я с Настей Корезиной с сертификатом. Снимок на память. Это вся наша группа. Если вы зайдете в ВКонтакте, то вот здесь вот я написал, кто есть кто. И здесь есть ссылки на, некоторые ссылки на конкретные страницы наших вот выпускников. Вот. Все они интересные творческие люди, и каждый о чем-то интересном пишет, поэтому кому интересно, можете посмотреть. Ну и песня, которую сочинил я, а музыку и вокал это... Мы пошли как первый класс, и актерские секреты постигали.
плакали в первый раз, но Василий и Настюша нас учили дело вам, и актерское познали с мгновением мастерством. Чирик-чик-чик-чирик-чик-чик, вот мы и в кино. Чирик-чик-чик-чирик-чик, так было суждено. Сколько было испытаний и веселья, и труда. Мы грибы гигиену не забудем никогда. И лапша на черной шляпе, и диканька, и пломбир. Так ходили с первым метром мы в волшебный киномир. Чирик-чик-чик-чирик-чик-чик, вот мы и в кино. Чирик-чик-чик-чирик-чик, так было суждено. И теперь в дальнейшей жизни нужно нам не подкачать, ведь нельзя в актерском деле органически молчать. Надо нам стараться, чтобы режиссер заметил нас. Вот запишем самопробы, и придет наш звездный час. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, вот мы и в кино. Чик-чик-чик-чик-чик, так было суждено. История этой песни очень проста. Меня попросили, ну, как это обычно бывает, сделать перепевку, взять какую-нибудь песенку известную и на ее основе написать новые слова. Так как там встречаются такие специфические... Ну, я обычно, вот знаете, мне всегда легче писать, когда есть какие-то рамки, когда есть определенные слова, которые нужно вот впихать в этот текст. Почему я очень люблю писать рассказы на одну букву? Потому что там особо мыслью по древу не растечешься. Там есть определенный набор, и если тебе надо выразить какую-то мысль, ну вот, допустим, смотрите, нужно описать красивый закат в деревне Волобуево, но используя только одну букву «В», чтобы все слова начинались на букву «В». Если вот этого не будет ограничения, то можно там можно целый абзац написать, что там... Вот, но когда у тебя есть очень маленький инструментарий, всего несколько слов на букву «В», то ты только их и напишешь. И в результате у меня получилась такая фраза. Вишнева выкрасилась... вечером Вишнева выкрасилась Волобуева. И вот все 4 слова на «В», и в то же время вы представляете этот вишневый закат. Во-первых, это очень поэтично. Обычно там как-то, ну, вот вишневый закат, ну, я думаю, редко где вы встретите, да, это не избитая такая фраза. И вот здесь тоже, когда мне дали задание написать эту песню, я говорю, а что в этой песне должно быть? Напишите, вот, может быть, как-то что-то вот именно вы хотите в ней услышать. И мне, там Оксана одна есть, она тоже пишет стихи, она говорит, Александр, напишите про нашу учебу, как мы писали самопробы, про органическое молчание, про грибы и гигиену, про лапшу на черной шляпе и на ушах, про наших преподавателей. То есть там есть такие моменты, которые вот понятны одним нам, тем, кто учился. Но это вызывает у нас какие-то приятные воспоминания. Вот, допустим, я вам говорю, да, грибы и гигиена. Вы скажете, что за грибы и гигиена, куда это впендюрить? А для нас это целая история. Дело было так, и как раз я был участником этого.
мы делали этюд на наблюдение за животными. И я предложил сделать моим сокурсникам такой этюд грифы и гиена. То есть грифы терзали там добычу какую-то, вот, друг друга отгоняя крыльями, потому что они за нее боролись. А потом вдруг неизвестно откуда появилась гиена и отогнала этих грифов, они улетели, а гиена, она же падальщица тоже, и она с удовольствием эту добычу стала поедать. Вот. В общем-то, такая простая сценка, мы ее порепетировали. Когда был экзаменационный показ, мы от руки все номера написали на листочек, чтобы конферанс выходил и зачитывал номер и тех актеров, которые в нем задействованы. И вот выходит Эля, она такая интересная девочка, она у нас ввела, кстати, и в этот раз наш вот этот выпускной. Замечательная девочка Эля. И вот она выходит и объявляет: этюд, грибы и гигиена. И все грохнули. То есть она плохо прочитала рукописный текст, и вместо грифы и гиена она прочитала грибы и гигиена. Ну, конечно, все так и слегли от смеха в рядах. Вот, но это очень запомнилось, и вот это грибы и гигиена стало нашим таким вот мемом. И когда надо где-то что-то вспомнить и посмеяться, мы всегда говорили грибы и гигиена. Вот. Поэтому я, понятно, что включил в песню эти слова. А «Лапша на черной шляпе» у нас был тоже один такой этюд. Это был этюд на оживление картины, то есть мы брали картину какого-то художника, и там как раз вот сидел мужчина, а сверху у него на шляпе была вот эта лапша доширак, так свисала. Вот. То есть вот я вот это включил. А чтобы как-то это пелось, мне нужно было, понятно, что грибы, гигиена, грибы, гигиена. Ну, то есть, как бы я прогонял вот эти вот слова, чтобы они легли в песню, да. И почему-то я, не знаю как, но вспомнил песню про воробья. Очень сложная работа, дрессировка воробья. Тра-та-та-та, 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 тра-та-та. И грибы, и гигиену не забудем никогда. И грибы, и гигиену не забудем никогда. И я думаю, ага, вот оно. Значит, надо взять эту песню и лапша на черной шляпе, и тра-та-та-тра-та-та, и тра-ти-та-тра-та-та, тра-та-та-та-та-та. И все, я думаю, о, все. Единственное, что меня смущало, это припев. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, всем нужны друзья. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, даже воробьям. Но искусственный интеллект сделал чудо, и он из этой песни сделал вот удивительную такую штуку. Сейчас я, кстати, вам продемонстрирую еще один вариант этой песни. Там немножко вот в том варианте, который вы слушали, ну, во-первых, музыка накладывалась, во-вторых, там некогда слова были перековерканы. У меня есть вариант без перековерканных слов. Без перековерканных слов. Сейчас я его вам постараюсь продемонстрировать. Хотя не уверен. По-моему, я его... ладно, сейчас.
Есть у меня еще один. Так, сейчас. Вспомнил, где у меня он есть. Угу. Так, не тут. Сейчас. Так. Все, сейчас найду. Нет, опять не то. Сейчас, подождите. Это болталка. Так. Сейчас. Так, песня. Где же она, эта песня? Там было два варианта. Угу. Так, не могу найти. Ладно, сейчас еще один вариант, как найти эту песню. Так, этот тоже не прокатил вариант. Вообще у меня этих миллион было всяких. Вот один из них. Киношкола 1 апреля. Мы пошли как в 1 класс. И актерские секреты постигали в 1 раз. Но Василий и Настюша нас учили делова. Мы актерское познали за мгновение мастерство. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, вот мы и в кино. Чик-чик-чик-чик-чик-чик,
суждено. Сколько было испытаний и веселья, и труда, мы грибы и гигиену не забудем никогда. И лапша на черной шляпе, и диканька, и пломбир так входили с первым метром мы в волшебный километр. Чирик-чирик, чик-чирик-чик-чик, вот мы и в кино. Чирик-чирик, чик-чирик-чик-чик, так было суждено. И теперь в дальнейшей жизни нужно нам не подкачать, ведь нельзя в актерском деле органически молчать. Надо нам стараться, чтобы режиссер заметил нас. Вот запишем самопробы, и придет наш звездный час. Чирик-чирик-чик-чик-чик-чик, вот мы и в кино. Чирик-чирик-чик-чирик-чик-чик, вот мы и в кино. Чирик-чирик-чик-чирик-чик-чик, так было суждено. Так было суждено. Вот мы и в кино. Моя-то мечта вообще сбылась на все 100%. То есть, ну, это была и мечта, и расчет. Потому что, как вы знаете, что я шел в эту киношколу не просто там получить какие-то навыки или вот этот вот сертификат. Нет, сертификат этот, в общем-то, ничего не значит. Вот. Но то, что мы приобретаем социальные связи. Мы, когда входим в какой-то коллектив, мы устанавливаем отношения, мы связываем себя с людьми, которые имеют связи с другими очень важными людьми. И поэтому понятно, что каким бы образом я бы еще мог, с какой стороны мог пристроиться вообще к киноиндустрии? Да ни с какой. Вот. А все-таки Настя, она, во-первых, у нее есть образование специальное, у нее есть связи с кастинг-директорами, с актерами и режиссерами, и поэтому надо просто было попасть в поле ее зрения. Надо было ей понравиться, надо было с ней установить хорошие отношения, что, в общем-то, ну, это, в общем-то, всегда надо с людьми устанавливать хорошие отношения. Поэтому, естественно, благодаря Насте я и попал на несколько проектов в прошлом году. Благодаря Насте я познакомился с замечательным режиссером Мальвиной Третьяковой, который я тоже понравился, и вот сегодняшний мой день – это подготовка к съемкам в Москве. Поэтому, друзья мои, что вам пожелать в конце моей трансляции? Мечтайте, пусть ваши мечты сбываются, идите к своей мечте, не сидите сиднем, реализуйте себя. И как следует из теории моего любимого психолога Виктора Франкла, вы таким образом обретете счастье в этой жизни, когда вы достигаете свою мечту. Хочется пожелать вам также добра, любви, мира, здоровья. И так как вот больше никаких вопросов, кроме вопроса Ольги из Читы, не хотите ли вы переехать в другой город, например, в Калининград, ближе к Европе? Нет, не хочу, потому что, в принципе, Анапа вполне соответствует многим вот моим представлениям об хорошем, комфортном месте для жилья. Это и климат, и море, и хорошие люди, и, в общем-то, такой, по сравнению, допустим, с Читой или другими там городами, комфорт. Зелень, хоть и тут и что-то вырубают, обрезают, но все равно зелени здесь все равно больше, чем в Чите. И здесь все цветет и благоухает.
Ну, близость, конечно, границы и опасность, она над всей Россией нависла. И не надо думать, что Чита, Забайкалье, Дальний Восток находится в полной безопасности. Не забывайте, что рядом Китай, который своими хитрыми глазами давно присматривается уже к Забайкалью. И не это поколение, так может быть следующее поколение или следующее поколение все равно столкнется с этим вот братом, названным, как Путин говорит, братья навек. Поэтому опасности могут поджидать нас везде и всегда. Конечно, можно было бы, конечно, и как-то эти риски свести к минимуму, но будем, так скажем, жить там, где мы живем, по крайней мере, на сегодняшний день. Уезжать из Анапы я пока никуда не собираюсь. Хотя, как бы вообще желание попутешествовать и где-то пожить в другом месте, ну, долго ли, мало ли, оно, конечно, есть. Охота к перемене мест у меня, она всегда есть. Вот. Несмотря на то, что я безвылазно в Забайкалье прожил очень много лет, десятков лет, но, тем не менее, страсть к путешествию всегда есть. У меня есть такое стихотворение. Такое стихотворение есть. Вот в этой книге стихи. Я свои стихи плохо знаю, но сейчас я его как раз зачитаю. Если найду. По памяти бы я, может быть, быстрее бы его нашел, но... Да. Оно совсем маленькое, совсем короткое. Но оно подтверждает то, что я всегда куда-то стремился. Всегда куда-то стремился. Чем листать, вот так можно было пробежать все-таки по оглавлению, да.
Вот. Кажусь я сам себе порою странным, не там рожденным и не в том году, когда-то все равно рожусь цыганом и босиком всю землю обойду. Вот на этой ноте мы и закончим нашу трансляцию. Сегодня она немножко так затянулась, дал себе волю. Пожелания уже были, остается только конечная заставка.